очень сильно не хватает ребенка. Я хочу забрать под опеку своего маленького внука. Сколько дочке было, когда она родила? 17 лет. А где она жила в 16 лет? То там, то сям. В каком состоянии был ребенок, когда приехали ПДН? Умытый. Он был грязный, холодный, мокрый весь, голодный. Потому что я работаю сутками. Маму. Где вот она, мама? Бабушка, он знает вас, он не знает. Я бы его оставила в доме малютки. Тебе даже сейчас, в данный момент, я бы не отдала ребенка. Вот мама, натуральная мама, а ты нет. Я к тебя поддерживаю. Возьмись за ум. А вы почему отказались взять опеку над Яриком? А потом его опять заберут. Потому что вы швырнули ребенка на кровать. Нет, я не швыряла его. Да вот сейчас будет сюрприз. В студии выйдет женщина, которая считает, что ребенка нельзя отдавать ни матери, ни бабке, ни при каких обстоятельствах. Добрый день. То, что вы сегодня увидите, психологи называют родительским сценарием. Мне кажется, вообще по героям нашей сегодняшней программы можно еще одну методичку написать для вуза. Но на самом деле вопрос все равно остается открытым. А что делать ребенку, который родился в такой семье? Как быть? Знаешь, я когда к программе готовился, у меня передо мной просто вот эта российская идиома все время стояла. У 7 нянек. Дитя без глаз. Продолжение вы знаете, да. Сегодня в нашей студии Кристина Каденева из Свердловской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось, Кристин? Рассказывайте. Я хочу взять под опеку своего маленького внука. Так. Он находится почти 2 года в доме малютки, но опека и суд мне в этом отказали. У него очень серьезное заболевание. А сколько вашему внуку? 2 года и 2 месяца. Подождите, так он почти всю свою жизнь находится в доме малютка? Да. Это ребенок вашей дочки, я так Дочери, понимаю, да? Да. 8 месяцев ребенок прожил со мной и с моим мужем. Все было После рождения? После рождения. С самого рождения ребенок находится со мной и с моим мужем. Все было хорошо. Ребенок лежал в больнице вместе со мной. Мы проходили все лечение, у нас все было хорошо. Но вдруг опека решила, что мама должна решать, где и с кем будет проживать ребенок. А мама не лишена и не ограничена в Мама правах? ограничена в родительских правах, но и на тот момент она еще не была ограничена в родительских правах. Лиза приехала 26 февраля. Лиза – это дочка Да. ваша? Лиза приехала 26 февраля и забрала ребенка. Потом он оказался в доме малютки. Ах, вот как было. То есть давайте вот еще раз. Значит, у вас дочка ваша рожает ребенка. Сколько дочке было, когда она родила? 17 лет. В 17 лет она рожает ребенка. И после роддома она куда едет? К нам. А можно А я она задам... жила дальше-то Подожди, вместе? можно я задам тупой вопрос? Как так получилось, что ваш ребенок родил в 17 лет? Мы не знали, что она беременна. Она с вами не жила, что ли? Нет, она с нами не жила. А где она жила в 16 лет? То там, то сям. Мы ее искали, возвращали домой, но она сбегала. С какого возраста она стала сбегать из дома? Лет с 13, с 14 она начала сбегать из дома. А где там-сям-то она жила? То у одной подружки, то у другой подружки, то у бабушки, то еще где-нибудь. А сколько у вас всего детей? 3. А Только с ней проблемы? Только с ней проблемы. те старшие, младшие? Младшая. Понятно. Хорошо, вот вы А узнали... они все от одного мужа у вас? Нет, старшая дочь от другого. Может, из-за этого? Может, у нее отношения с отчимом не складывались? Нет, Леня ее очень сильно любит и очень сильно ее балует. А с какого возраста он ее С воспитывает? 5 лет. Скажите мне, пожалуйста, она же не от Святого Духа забеременела, верно? Да. А кто это был? Костя. Косте, Они жили вместе. Да, они Косте какое-то время сколько жили. лет на тот момент было? 20 с чем-то. А чего вы его не посадили? Лиза просила, мать Костина просила этого не делать. Значит, надо было сделать так, чтобы они хотя бы официально узаконили свои отношения. Когда уже родился Ярослав, они расписались. Расписались. Да. И жили у вас? Нет, они жили у Кости дома. Скажите мне, а Ярослав, вернее, Костя записан в свидетельство о рождении? Нет.
Вот она родила, она на тот момент вместе с отцом ребенка Да, была? да. Они были вместе? Да. Но приехала она домой к вам Да, вместе только с ребенком Да. или с Костей Нет, тоже? только с ребенком. А Костя где был? Не захотел к нам ехать. Не захотел к вам ехать? Да. Дальше как развивались события? Ребенок остался у вас, она ушла к Косте или как? Да, ребенок остался у нас, она ушла к Косте. Они с Костей снимали квартиру, жили отдельно А от почему нас. они не жили вместе с ребенком? Потому что им не нужен был ребенок. Им надо было гулять. То есть она его оставила вам по доброй воле. Да. И 8 месяцев ребенок жил у вас, она его хотя бы навещала? Редко, но навещала. А что произошло, что она вдруг приходит, забирает ребенка и отдает его в дом малютки? Опека решила, что мама должна решать, где будет жить ребенок и с кем будет проживать ребенок. Она решила, что ребенок будет проживать вместе с ней и у бабушки, И у как ее долго бабушки. прожил ребенок вместе с ней? Недолго. Ну сколько? Месяц-два. Скажите мне, пожалуйста, вы сказали, что у ребенка проблемы со здоровьем. Да. Я так понимаю, что в первые месяцы жизни даже какие-то операции были сделаны, нет? Да, в 6 А что месяцев. с ним? Порог сердца, артериальный проток сердца открыт. И ДЦП. ДЦП. Да, ребенок почти не ходит. Ну, за ручку ходит. И сейчас вот более-менее начал самостоятельно ходить. Может сделать 10-15 шагов А сам. что он делает в доме малютки-то уже 2 года? Ну, ей надоело, видать, жить у бабушки. Она начала с ним бродяжничать. С ребенком? С ребенком 3 суток, как мне рассказали в милиции, что ее нашли на вокзале. Она 3 суток жила на ЖД вокзале с ребенком. Вместе с ребенком? Вместе с ребенком. Вот таким маленьким? Да. Ему на тот момент было 9 месяцев. Так. 9-10 месяцев было ребенку. Ее нашли, забрали, Да. и ребенка определили в дом малютки. Да, тут же забрали, определили ребенка в дом А малютки. когда ее ограничили в правах? В 2004 году. После этого я начала опеку ходить, все документы собирать, чтобы оформить опеку над ребенком. Мы Скажите мне, пожалуйста, а вот вы хотите забрать ребенка, у вас есть куда? У вас Да. все-таки 2 детей еще? Да, у нас есть куда. У нас двухэтажный Давайте дом. посмотрим, как вы живете, потом Давайте. поговорим, ладно? Вот это наш дом, мы с мужем его построили сами. Здесь на входе у нас есть сразу песочница, чтобы дети могли играть летом. Это мой муж Леонид, он постоянно что-то строит. Здесь будет навес, качель уже стоит, бассейн. И там дальше хочу построить баню. На 2 этаже у нас живут мальчишки. Это комната старшего сына Данила. Она находится на стадии ремонта. Данила, ты что сейчас делаешь? Я собираю ресторан, отель. Сына очень любит конструировать с детства. Это комната нашего младшего сына. Мы здесь делали ремонт так, как хотел Николай. Николай у нас любит читать. Какую книжку ты сейчас читаешь? Муар. А вот на 1 этаже у нас есть для Ярослава кроватка, на которой он спал. Это его любимый панда, на котором он учился сидеть. Мы называли его троном. Это подушка, на которой он спал. Больно. Очень. Мне не хватает его. Очень сильно не хватает ребенка. Слушайте, ну живете-то вы хорошо. Вот я и не понимаю, вы так хорошо живете, а дочку ограничили в родительских правах. В таких ситуациях, при таком маленьком ребенке, естественно, что близким родственникам, ну, как бы, большие Предлагаю. шансы получить этого ребенка. Вообще обычно в таких ситуациях даже звонят. Ну, говорят, возьмете, не возьмете. Вам-то почему не дают? У нас с мужем была судимость Какая? за жестокое обращение с ребенком. Вот как раз с Лизой. Ей было 7 лет. Школа написала на нас заявление, что мы ее сильно избиваем. А она в синяках, что ли, в школу пришла? Она рассказала, Лиза, что мы ее дома не кормим, не поем, держим в подполье. А это правда? Нет. Папа у нас немножко строгий, и когда Лиза скатилась на 2 и начали со школы поступать звонки от учителя, он раза 2 ее, наверное, ремнем ударил, и вот за это нас судили, что вот потом нашли у нее синяки, что как бы это, за это у нас была судимость. Об этом чуть позже. Вы мне скажите, вы на том суде, который ограничивал Лизу в родительских правах, были? Да. А за что ее ограничили? Какая формулировка и что ей предписано было сделать, чтобы исправить ситуацию?
Ограничили ее за то, что она не посещает дом малютки, но не воспитывает ребенка своего, не посещает дом малютки. Ей было приписано устроиться официально на работу. Она это сделала? Да. Выплачивать элементы. Она тоже это сделала. Общаться с психологом, чего она категорически не хочет. И посещать ребенка чаще. А она вообще этого сама хочет? Что она вам говорила? Да, она хочет восстановиться в родительских И правах. хочет воспитывать сама ребенка. Да, но Давайте у она- Лизы спросим, раз она тоже к нам приехала, чего она хочет на самом деле. Елизавета, идите к нам. Не плачь, все хорошо. Елизавета, Здравствуйте. здравствуйте. Почему плачете? 1,5 года назад органы опеки незаконно забрали ребенка, то есть они проживала с бабушкой. Ну как незаконно? Они же вас на вокзале подобрали. Они подобрали меня не на вокзале. А где? У меня в Нижней Салде в районе вокзала живет подруга. Вот. И Я была у нее, ребенок был все вот эти 3 суток со мной. Как вот вы оказались в той ситуации, когда органы власти сочли, что ребенку с вами оставаться больше нельзя? Был момент, Ярику было 8 месяцев, надо было, ну вот вечер, у него резали зубы. Он очень громко ревел, то есть я сидела, укачивала его на руках, просто бабушка ко мне подошла, вырвала его из рук и кинула на диван и сказала: думала, ты заткнешься. Мы с ней поругались, очень сильно поругались. Я дождалась утра, пошла к подруге, потому что у меня не было денег на телефоне, я элементарно не могла позвонить маме. Кто заявил о том, что у вас с ребенком Бабушка. нет? Бабушка — это мамина мама, правильно? Мамина мама. Бабушка заявила, вас стали искать, нашли. В каком состоянии был ребенок, когда приехали ПДН? Умытый. Нет, А Он почему был- они забрали у вас, если он умытый, одетый, накормленный? Как они объяснили то, что вот 3 дня нас не было дома, то, что какое вообще право я имела вместе с маленьким ребенком уходить и не появляться дома. Ну, ребенка... это очень странно. Вы сейчас рассказываете историю странную. Ребенка нашли в ужасном состоянии. Он был грязный, холодный, мокрый весь, голодный. Коляска находилась, непонятно в каком Вот это состоянии. ближе к истине, верно ведь? Да, это было на Ну, самом смотрите, деле, вот потому что представим, я что видела органы эту ПДН коляску. по вызову вашей бабушки Я видела делать им фотографии, нечего. в которых нашли Начинают ребенка. вас искать, находят, да, подождите секунду. Находят, приезжают, вы в гостях, ребенок накормленный, чистенький, да, все. И вдруг они говорят: как ты посмела от бабушки уйти, колобок? Ну, слушайте, ну это же чушь собачья. Вот мама рассказывает сейчас, это близко к истине. Они приезжают, видят, Они даже что не вы в посмотрели. гостях у какой-то девушки вашего возраста, да, ребенок не кормленный, голодный, мокрый, холодный. Они, когда приехали, у ребенка, мы только вернулись с ребенком домой, я на такси только приехала к подруге с магазина. У ребенка был полный пакет каш, пюрешек, и смесь. Бутылочки в коляске, которые Хорошо, держал давайте так. ребенок Давайте, в руках. Стоп. Давайте так. Это прошлое. Суд уже состоялся, вас уже ограничили в родительских правах. Какие условия вам поставили, что вы из этого выполнили, а что нет? Трудоустроиться официально на работу. Вы работаете. Да. Так, дальше. Выплачивать элементы и посещать психолога. А это почему? Посещать психолога и посещать ребенка в доме малютки. А почему психолога посещать Налаживать детско-родительские отношения. с ребенком? Да, Потому что он, Которого- он вас не знает, не помнит, не принимает. Ну это ж какой-то сумбур вообще, вся ваша жизнь. Ну, наверное, если у ребенка такие тяжелые диагнозы, ну не очень хорошо для него шляться из дома в дом. То у бабки, то у подружки, то еще хрен знает где. Ну вы хотя бы это понимаете? да. Что у вашего ребенка должен быть дом, должен быть врач, должны быть созданы все условия для его жизни. Я так понимаю, что одним из требований было то, чтобы вы регулярно посещали ребенка в детском доме. Да. А почему вы не посещаете его? Я посещаю его по мере возможности, потому что я работаю сутками. Ну как часто вы к нему приезжаете? Раз в месяц. А вы считаете, что это нормально? Нет.
Но мы вот были в один из редких ваших визитов в доме Да ребенка. не Мы так были это. с вами. Давайте, Это мы поехали, и вы с нами. ну, Вот. давайте посмотрим, да. Куда поедем? Туда поедем. Ты побежишь. Хочешь повезти? Нет? Ну, давай. Бабушка. Я тут полностью, я тут. Я никуда не ушла. Мам. А ты попробуйте сама поиграть. Он теряет себя. Сонька, давай, ручку. Как круто. Да, круто. Ты сам Понимаешь? маму. Где вот она, мама? Пойдем играть. Пойдем? А ты что ко мне прижался? Я тоже тебя сильно Зато глаз не отводит. Но... Но это же видно сразу. Бабушку он знает, вас он не знает. Ребенок требует немножко повышенного внимания, потому что он еще, помимо заболевания сердцем, с которым разобрались, имеет неврологическую патологию. То есть у него спастическая диплегия. Но дело в том, что она не большой степени, потому что даже при минимальных усилий, которые прикладываются в доме малютки, он уже самостоятельно может передвигаться. То есть он наверстает и будет ходить, разговаривать, общаться с другими детьми. Я бы его оставила в доме малютки. Давайте у отчима спросим, у Леонида, раз он в нашей студии здесь находится. Что ж делать-то? Во-первых, первый вопрос к вам. Били вы Лизу в детстве или нет? Да, такое было пару раз. Могу Почему вы били ребенка, еще и чужого? А у нас получалось, мы получали двойки. Начали прогуливать в школу. Поздно приходили в 10-м, в 11-м домой. Это сколько лет ей было? А это в 7-м она гуляла у подружек, мы с женой бегали, искали. Когда терпение, уже разговоры все кончались, да, я наказывал, как ребенка в угол Скажите, ставил. пожалуйста, Леонид, а вы кем работаете? Я УППМ, Это что значит? обработчик поверхностных пороков металла. Хорошо. У вас всегда получается все на работе на 100 баллов? Ну, брак бывает же? Ну вот именно я его устраняю, этот брак. Понятно, но он бывает. Нет. Ну как нет? Ну раз Он вы его устраняет устраняете, это. значит, он бывает? Ну, я устраняюсь за кого-то. Хорошо, вот те кто-то, кто допускает брак, вы их бьете? Нет. А почему? Ну если это ваша система воспитания. Они такие же двойки вам приносят. Чего же вы им в морду не дадите? Ну, там другая система, их и наказывают, и так на заводах рублем. Как? Рублем Так их и вы бы наказывают. рублем наказывали или чем-нибудь другим. Чего руки-то распускать? Так вот, я дальше-то и не договорил. Мне просто даже интересно, толк-то от вашего Да, воспитания был? Согласен, наказали. Нас, вот жену, как и меня, была судимость, наказали. Мы с тех пор перестали трогать. Уже в старших классах, когда шел переходной возраст у ребенка, она вообще начала прогуливать. И Сбегать из дома. Да, жена правильно подсказывала. Сбегать из дома, звонили, собирались комиссии. И был самый интересный вопрос. Предпримите какие-то меры. Я говорю, что я могу сделать? Вот что, общаться? Я общался. А потом даже были неоднократно, ребенок уже в наглую говорил, вот только троньте меня, я вас посажу. И дальше сбегала через окно из дома по ночам. Да, мы обращались к врачам, психологам этим. Нам поставили диагноз бродяжничество. Смотрите, давайте так, дело прошлое, хотя это имеет отношение и к будущему, потому что с таким настроем, с таким диагнозом совершенно очевидно, что это отягощающее обстоятельство, ребенка точно никто не отдаст. Но вы с женой не можете взять ребенка по причинам, которые ваша жена нам тут описала. Со стороны так называемого отца есть кто-то, кто может взять ребенка под опеку? Да. Сомневаюсь, но я думаю, есть бабушки. То есть у отца ребенка есть мать, и она готова взять ребенка к себе. Вы с ней вообще общаетесь? Нет, мы с ней не общаемся давно.
Ребенка она видела, когда ему, наверное, было месяц всего. Я привезла, сама ей показала ребенка. На, посмотри, это твой внук. Это не мой внук, он мне не нужен. Я с ним, не признавали его. Потом вроде бы она решила признать ребенка, потом опять от него отказалась. Потом они Слушайте, переехали давайте в другой посмотрим. город. Вот смотрите, вы рассказываете о том, как взрослый человек качается на качелях. Мой, не мой, мой, не мой. Вот мне интересно, где эти качели сейчас? Поскольку Наталья, так ведь зовут вашу Да. свекровь. Вы же еще она же не в разводе еще, верно? Вот ваша свекровь приехала. Давайте у нее спросим, что она думает о ситуации. До сих пор не в разводе. Здравствуйте. Лиза, ты уже, конечно, меня извини, но тебе даже сейчас, в данный момент, я бы не отдала ребенка. Вот у нее мама, натуральная мама, а ты нет. По ней даже не видно, что она хочет воспитывать ребенка. Слушайте, и о что ней, она хочет ладно, забрать. давайте о вашем сыне поговорим. Он-то отец или не отец? Он отец. А где он сейчас? Он сидит в заключении, в тюрьме. И сколько ему сидеть еще? Еще суда не было, еще даже приговор не Ну, а вынесен. примерно? А что ему инкриминирует? Какая статья? Какой срок грозит? За убийство. А, понятно. Слушайте, ну давайте так. А вы знаете, что она ограничена в правах? Знаю. Но мы согласны забрать ребенка. Ну, Мы вы его с- не можете забрать, он вам никто, этот ребенок. Он нам никто, да, нам придется судиться, нам придется доказывать, что он действительно наш. А оно вам надо? Ну, не должен ребенок жить в детском доме. Слушайте, я понять не могу. Вот ребенок уже 2 года находится в доме ребенка. Вот за это время можно было уже и отцовство установить. Мало того, ваш сын еще... Ваш-то когда сел? Ваш еще не совершил преступление. Можно было просто пойти в ЗАГС и Наш записать сел. себя отцом ребенка. Я про это говорю, когда он сел? Год. А? Год Год. сидит он уже. Ну, а что он год назад не пошел? Что он в момент, когда ребенка забрали в дом малютки, не пошел и не признал отцовство? Почему? Вашему сыну плевать на своего ребенка? Выходит так, что плевать. Ну, хоть честно. Слушайте, ваш сын идет, как я знаю, ему инкриминируют убийство по предварительному сговору Да. Да. группы лиц. Это часть 3, как мы Да, да, понимаем. да. То есть он надолго Там до уедет? 25 лет без УДО. Это правда. Так ведь? Да, правда. Ну, будем считать, что его нет. Ну, в жизни Да. ребенка, по крайней мере. Да. И вы по-прежнему готовы доказывать и забирать ребенка себе? Да. Вы знаете, вот простите, пожалуйста, я как бы привык людям доверять, но в данном случае я почему-то не верю. Вы же, я так понимаю, Лиза, с бабушкой своей жили до 5 лет, верно? Да. А как так получилось? Почему не с мамой? Ну, до 8 месяцев я проживала вместе с мамой и с бабушкой. Потом, как мне рассказывали, потому что я толком ничего не помню от Ну, тех. конечно. Мама уехала вместе со мной в Тагил, получается, никого не предупредила об этом. Что-то мне это напоминает очень. Уехала в Тагил, и когда мы начали ее искать, нашли меня, и у нее просто бабушка забрала меня под опеку. То есть то, что происходит сейчас, это дубль 2. Верно? То есть вы тоже шатались везде, да? Нет. Я уехала в Тагил, так как не хотела жить с мамой, но я уехала с ребенком, жила, снимала квартиру, работала. При этом у меня была Как же вы няня. тогда отдали ребенка? У меня няня сидела с ней. Приехала мама, просто забрала ее, уехала. А что вы не уехали? Почему Я вы не приехала поехали? к ребенку забрать ребенка, мне ее никто не отдал. Я 3 раза крала своего ребенка, чтобы с ним повидаться. Просто 3 раза воровала своего ребенка, чтобы с ним просто Понятно. повидаться. Давайте так. Раз уж мы Вот заговорили начало, про начинай вашу, сначала. про вашу маму, про вашу бабушку, про прабабушку Ярослава, давайте позовем Любовь Васильевну и спросим, что там было с Лизой в их семье и что сейчас происходит с Ярославом. Здравствуйте, студия. Здравствуйте. Если ты возьмешься за ум, не будешь слушать маму, тебе отдадут ребенка и будешь жить. Я тебя поддерживаю. Возьмись за ум. А почему и маму нельзя слушать? А потому что мама давит ее. Ну как?
Она Что не, мама на нее делает? влияет, Как имеет влияет? влияние. Ну, какое влияние? Она вот уехала к ней, приезжает совсем другим человеком. Каким? Не таким, какая была Ну, тут. каким? Плохим, хорошим? Нет, не плохим, не хорошим, но слушаться мамы. Так, а может, мама какие-то правильные вещи Но говорит? если бы правильные вещи были, она бы не бросила ее, и Ярик бы был же с ними. Мгм. А Лиза вот нам сказала, что она с вами до 5 лет жила. Жила. А где в этот момент Кристина Мама была? училась, якобы. Она навещала ребенка? Нет, ну приезжала иногда. А она нам говорит, что это вы не отдавали. А она у меня под опекой была. Но она говорит, что она хотела забрать своего ребенка, Ну, а вы если его бы не она отдавали. хотела забрать, она бы не ждала 5,5 лет. А потом забрала. Забрала, Мгм. И с тех пор она жила с мамой. да. Теперь Ну, скажите мне вот что. Вы зачем сами это ПДН вызвали, в результате чего ваш правнук оказался в доме малютки? Потому что я переживала, где он, она не отвечает. То ли где-то гуляет, то ли у матери не было, нигде его не было. Ну вы-то знаете обстоятельства, при которых ее нашли с ребенком? Мне сказали, Какие? позвонили, что ребенок был грязный, голодный. Я сама не видела, ничего не знаю. Но она сказала, что она ушла от вас, потому что вы швырнули ребенка на кровать, а потому что вам надоело, Лиза? как он плачет. Да. Молодец. Это правда? Нет, я не швыряла его. Тогда почему она от вас ушла? Ну, я же ругаюсь. Надо постираться, надо приготовить, покушать, надо прибраться. Я всегда ее ругаю за это. Понятно. Скажи. Скажите мне, пожалуйста, а почему вы То есть отказались? она ушла от вашего контроля? Конечно. А вы почему отказались взять опеку над Яриком? Я уже не молодая, и я не хочу привыкнуть к ребенку, а потом его опять заберут, отберут. А вы где сейчас живете? Я живу в квартире. И вы там принимали Лизу, и если бы сейчас отдали ребенка, вы бы там Она у слезли. меня и живет. Приходит и ночует, она живет, у нее целая большая комната. То есть получается, что все-таки если Лиза возьмется за ум, как вы здесь сказали, да, то вы верите, что ребенка ей отдадут. Ну, надеюсь. А И если вы она не примете взялась? ее с ребенком? А куда деваться-то? Придет и Ну, будет если жить. она не взялась за ум все это время, то, может, и не возьмется. Она уже повзрослела. Раз в месяц ходить к ребенку в этом возрасте, это лучше не ходить вообще. Но они же ездят с мамой. Но опять Один же, раз в месяц. Она ездят. призналась Один сама. раз в месяц. Но это ж Я бред езжу собачий, раз вы в неделю понимаете. к ребенку, а не раз в месяц. Езди, ты бабушка любимая. Вот как я и езжу к ребенку раз в неделю. Езди. На этой неделе я поеду второй раз послезавтра Да, к ради ребенку. Мне бога. врачи Слушайте, а разрешили. скажите, пожалуйста, а вам поведение вашей дочки напоминает поведение вашей внучки? Нет. Но ваша дочка же тоже в свое время уехала, вы забрали ребенка, его воспитывали. Где я забрала ребенка? В гостинице, когда вот эта вот шея была гнилая. Почему? Потому что почему? Тут все же бежит, когда кормишь ребенка молоком. Ну вот это все гнилое было. Мы лечили очень долго эту шею. Но вот вы все-таки почему забрали свою внучку? Вам кто-то сигнал дал. Почему приехали и забрали ее? Потому что мы знали, что она там, и приехали и забрали. Нет, я к тому, что почему ваша дочь от вас уехала с маленьким ребенком, а не жила вместе с вами, вы бы ей всякое и помогли там, и все остальное. У вас Потому были что она плохие Лизу отношения била. с дочкой? А, Лизу била. А кто ей руку сломал? Плечо выбил. У нее до сих пор плечо выбито. Когда это было? Плечо выбито. У меня с тех пор доказано хирургом мамы, что плечо у меня, когда вы меня растянули, у меня до сих пор ну да. повреждено. Ты еще наговорили, как Кристина. А вас мама била? Да. Била. Шланга, у меня рука сломана в 2 местах. Почему? Потому что гуляли, ходила я ее, искала везде, по всем трущобам, А когда она в загул ушла, сколько ей лет было? в старших классах. Ну так получается, что 7-й, ваша... 8-й. Я вас спрашиваю, поведение вашей внучки похоже на поведение вашей дочки? Нет. А Лизу-то били в начальных классах. Ну, никак не 7-й, 8-й класс, когда Но она она гулять так же из пошла. дома убегала, как и ваша дочь. Не в начальных же классах. Понятно, да. Мы ничего не добьемся. Давайте Нет. так, мы сейчас послушаем нашу любимую рубрику «Вопрос соседей». Это те люди, которые живут рядом с Кристиной. Ты что это говоришь, я тебя била? Да, они семью-то Елизавета. видят все-таки, да. А потом будет сюрприз Молодец, небольшой. спасибо. Что можете рассказать о семье Каденевых? Нормальные они. Валиска только вот у них странноватая. Рано забеременела, родила. Дома не ночевала, пропадала, то есть день-два ее не было. Придет ребенка сюда, а сама. Раньше мать ее все время шпиняла, ругала, гоняла, била.
И вот она к бабушке там в Верхнем Салде жила одно время. Потом почему-то она к маме опять. Мама опять ее давай это гонять. Она не слушала родителей. Но видите, девушка такая вольная. Семья, как понятно, детишки. Тут что, было парней? Мам! Не скажешь, что уж пипец как воспитанные. Ну, такие и подраться, и не подраться. Тут и поматериться бегают, как бы. Ну, Лиза как-то там отдельно. Вообще вся девчонка, что, распущенная, как сказать. Такая, что родила, считай, рано. Кому Ярослава вернуть лучше, Кристине или Лизе? Вообще Кристине. Лиза, не. Как бы Кристинка, да, за ребенка, как бы они там что-то борются. А той-то, мне кажется, вообще по барабану там. Да, соседи все знают, все видят. А вот сейчас будет сюрприз. В студию выйдет женщина, которая считает, что ребенка нельзя отдавать ни матери, ни бабке, ни при каких обстоятельствах. Лучше чужим людям, лучше в доме малютки. Но самое-то интересное, что женщина это тетя ваша родная, Екатерина. Давайте у нее спросим, почему она так думает. Екатерина, идите к нам. Почему не сказала, что приедет? Здравствуйте все. Хоть бы в доме прибралась. Привет. Привет. Ты хочешь забрать ребенка Ярика себе? А ты заслужила? Ты хочешь ребенка? Заслужила? Чем? Вы ни одна не заслуживаете ребенка. Ни одна и никогда. Лучше его, знаете, вот обе. Лучше его заберут кто-нибудь в приемную семью навсегда, чтобы вы никто из вас его не увидел. Екатерина, Ни можете одна. сесть, пожалуйста? Это жестоко Серьезно. достаточно. Это моя старшая сестра, да. Ну, вы Она сейчас старше меня на 2 сказали. года. Ну, вы садитесь. Потому что, знаете, Вы говорите, смотрите, эти вот я девочки щас- обе врут, постоянно и много врут. Вот вас сидит целый диван родственников этого ребенка, кровных и близких. Вы говорите, лучше в чужую приемную семью, Да, чтобы он вас всех никогда не видел. да. А Мне это ваша не мама отдадут ребенка, потому что у меня плохое состояние здоровья. У меня рак, у меня онкология. Ребенка мне не отдадут. А вы бы забрали? Если смогла бы, да. Ужасная, конечно, ситуация, но, наверное, в этом случае ребенку в доме малютки будет лучше. И в целом хорошо, что его будут окружать другие люди. Потому что социум, вот есть генетика, а есть социум. Генетику, конечно, никуда мы не денем. Но социум, который тоже играет огромное влияние в формировании Есть шанс, что он личности, всё поправит. есть шанс, что хотя бы скомпенсирует. Да. Скажите мне вот что. Вы нам до программы сказали, что... А сейчас подтвердили, что они Да. врут все сидят. Вы Да. нам до программы сказали, что Кристина, я так понимаю, нам не все рассказывает, что у нее это не единственная судимость. Нет. И у И у мужа, Лёни и у нет. Леонида тоже. А что Да. у них еще есть? Леонид сидел в молодости За что вы сидели? за убийство, еще какое-то. За что вы Он сидели? сидел 9,5 лет, почти 10. Да, было Да? у меня такое, не скрываю. За что вы сидели? Разбойное нападение с жестокими. Ну, с жестоким отягочением, как... То есть вы убили кого-то? Не, там выжил, ну, был покалечен. 10 лет. Ну, А у вас, 9,5. Кристина, какая еще судимость была? Драка Кого вы побили? бывшего мужа. Ножом пырнула. Ножом пырнули? Да. То есть вы срок отбывали? Нет. Условный был? Да. Екатерина, вы считаете, что ни одной, ни другой, и, видимо, ни бабушке тоже никому этого А я ребенка бабушке нельзя? сразу сказала, мне не надо Бабушка ребенка. устала. Она воспитывала Лизу до 5 лет с половиной почти. Слушайте, ну Она очень получается, устала. что Лиза, это же копия мамы. Да. Я у бабушки, у вашей мамы спрашиваю, они похожи? Она говорит, Очень. нет. Ну как Очень. нет, они один в один. Они в один и одинаково врут всем, абсолютно. Органам опеки и всем. Ладно, мы, конечно, не могли не сходить в опеку. Надо сказать, что опека понимает, что они поступили, по большей части, правильно. Поэтому от комментария, даже обширного, не отказались нам. Давайте посмотрим. Иванова Елизавета Леонидовна у нас состоит с 11 октября 2023 года на персонифицированном учете как семья, которая находится в социально опасном положении. У нее был
так скажем, несовершеннолетний маленький ребенок, она им ненадлежащим образом занималась. В связи с этим с Елизаветой постоянно проводилась работа с субъектами нашей профилактики. Поскольку наша проводимая работа не приводила к результатам, мы были вынуждены обратиться в суд с заявлением об лишении ее родительских прав. Суд частично удовлетворил наши исковые требования. Елизавета 8 января 2025 года была ограничена в родительских правах. После августа месяца у нас поведение Елизаветы кардинально изменилось в худшую сторону. Она перестала являться на беседы к сотрудникам. Ну, вы слышали? К ним я не приходила, потому что они составляют график, и потом под меня его не могут переделать. То есть им, допустим, удобно, чтобы я приходила к ним раз в неделю, там 2 раза в месяц. А мне, если в эти дни неудобно, они не перестраиваются. То есть у меня бывает, я сейчас учусь на 2-ю профессию. Все, что вам На нужно какую сделать, профессию вот вы смотрите, учитесь? вот смотрите. Лаборант физико-механических испытаний. Нет, сейчас вам необходимо, вот просто жизненно необходимо, прям конкретно именно в этот момент получать 2-ю профессию. Последний разговор, когда с соцработниками был, им надо было, чтобы я пошла учиться. Можно я последний? Нет, Вы им не что надо было. несете вообще? Послушайте, давайте так. Я сейчас последний штрих внесу, после которого многое станет ясным. Вот сейчас жизненно У вас сейчас- необходимо. у вас Не сейчас ребенка е- вернуть, у а вас- профессию У получить. вас есть молодой человек сейчас? Нет. Хорошо, второй вопрос. Вы беременны? Нет. Вы врете? Нет. Да. И это означает только одно, что вы давно забили на Ярика А какой у вас срок? решили сначала. Какой у вас срок? Больше 2 месяцев у него срок. Больше 2 месяцев? А 10 парень? 10 недель. Нет, я тоже не знала. А парень кто? Нет у меня молодого человека. Он вас бросил? Я Вам-то сама чё? разошлась. Нет никакой гарантии, что скоро в студии не окажется снова эта так называемая семья уже с другим новорожденным, которого также отберут, который также будет брошен и также будет в плохом состоянии. Здесь, что можно сделать? Можно, во-первых, посоветовать все-таки как-то взяться за ум и дотянуть, наверное, до состояния матери, доказать всем, что действительно вы можете, вы хотите, вы готовы, и бороться за этого ребенка. Хотя бы обеспечьте ребенку нормальное существование там, где он находится. Общайтесь с ним, приходите к нему, боритесь за него, боритесь за его жизнь и за его какое-то благополучие в дальнейшем. Если он останется в доме малютки или в детском доме, даже если ему не найдут семью, ему потом хотя бы квартиру дадут. Вы знаете, конечно, здесь нужно понять, что либо вы все-таки действительно готовы поменять свою жизнь, либо нет. Я вижу здесь, что, к сожалению, не готовы. И более того, понимаете, не просто не готовы, вы не понимаете, что это вот карусель, круговер. То есть вы будете рожать, вы будете искать новых мужчин. И, понимаете, в конечном итоге-то что останется и после вас? Да, доброго слова-то не останется, наверное, от ваших детей. И, конечно же, во-вторых, во что просто превратитесь вы, как человек, ваши чувства, потому что, конечно же, все это перекипит, все это переварится, и вы просто потеряете, как бы скажем, эту человеческую оболочку, человеческое отношение к людям. Слушайте, давайте так. Вот у нас высказались специалисты, и которым я безгранично абсолютно доверяю, и ситуация стала абсолютно кристально ясной совершенно. Вот сейчас появится перед вами, уважаемая аудитория, номер телефона нашей редакции, поскольку я знаю, что есть профессиональные приемные семьи, которые с удовольствием возьмут Ярика к себе и будут заниматься с ним так, как должны заниматься настоящие родители. Есть люди без детей, которые тоже готовы обеспечить ему опеку и защиту. Вот если у вас появилось желание обсудить этот вопрос с органами опеки, звоните по этому номеру телефона, поскольку совершенно точно, абсолютно, вы все сегодня в программе здесь за это время доказали, что вам он не нужен, и с вами он умрет. А если вы хотите кем-то заниматься, займитесь своей дочкой. Дочкой займитесь. Сколько бы и не было лет, она по-прежнему ваша дочь. Еще и в положении, напомню.